Все обличия, которые принимал Индра, стремясь похитить жертвенного коня, были символами безбожия. Комментарий. В соответствии с традициями ведического общества, саньяса является одним из важнейших элементов варнашрама-дхармы. Саньясу следует принимать, придерживаясь принципов парампары, установленных ачарьями. Однако в наше время многие так называемые саньяси не имеют ни малейшего представления о сознании Бога. Первым таким саньяси стал Индра, движимый завистью к Махараджи Притху, и в век Кали у него появилось множество последователей. В этот век встретить истинного саньяси практически невозможно. Никто не имел права вносить изменения в установленные ведами нормы жизни. Тот же, кто делает это из злого умысла, является пашанди, безбожником. В Вайшнава-тантре сказано: «Ясту нараянам девам брахмадрудра дидайватайхи самматвенайва викшерта са пашанди бхаведхрувам». Несмотря на этот запрет, современные пашанди изобретают такие понятия, как Даридра Нараяна и Свами Нараяна, забывая, что даже великих полубогов Брахму и Шиву нельзя поставить на один уровень с Нараяной. Еще раз стих. Яни рупа ниджагрихе индроха яджихиршая тани папася кхандани лингам кхандами хочете. Все обличия, которые принимал Индра, стремясь похитить жертвенного коня, были символами безбожия. Hare Krishna. So we're continuing the description of how Indra tried to prevent Prithu Maharaj from performing 100 Asvamedha Yagyas. Мы продолжаем читать описание того, как Господь Индра, он пытался помешать Притху Махараджу провести 100 Ашвамедха-яги. How he assumed the dress of mendicant and renunciate and stole the horse from the sacrifice. Как он принял облик отреченного человека и украл лошадь с арены жертвоприношения. How the heroic son of Prithu Maharaj again and again took the horse back and returned to the sacrificial arena. Как его героический сын снова и снова забирал у Господа Индры лошадь и возвращал ее на арену жертвоприношения. So Indra was driven by the desire to be number one. А Господь Индра был движим желанием стать самым первым. To be the person who had performed the most Asvamedha Yagyas. Стать человеком, который совершил больше всех Ашвамедха-яги. This is disease of material existence. Это болезнь материального существования. We want to be the best. Когда человек хочет стать самым лучшим. We want to be admired by others. Чтобы его почитали и ценили другие. Appreciated by others. Чтобы другие ценили его. And it is not uncommon for us to think about how important we are, how great we are. И для нас привычно думать о том, насколько мы важны, насколько мы велики. There's always some inner dialogue going on. У нас внутри постоянно идет такой внутренний диалог. How, I am justified in my actions and how people should appreciate me. Что мы оправдываем свои поступки, и то, что люди, они должны нас ценить. Of course, based on this, people often perform cruel acts. И очень часто люди, основываясь на таком понимании, они совершают очень жестокие поступки. To establish their position as superior to others.
чтобы установить, что их положение более высокое, чем положение других. That fulfilling their own desires are more important than others. То, что исполнение их желаний более важно, чем исполнение желаний So people других. may, steal even or kill based on that. И основываясь на этом, люди могут воровать или даже убивать. So that's the nature of material life, for someone to enjoy and to, establish his superior position. Others have to be pushed down. Такова природа материального мира. Чтобы самому наслаждаться или установить свое более высокое положение, для этого нужно принизить положение других. Поэтому мы видим в человеческом обществе столько много конфликтов. So many court cases are going on. People may feel they have been unfairly treated. Происходит столько много судебных процессов, люди, они чувствуют, что с ними обошлись неправильным образом. And of course this also can be manifested on a broader scale. Это может проявляться также в более широком смысле этого слова, то есть более широком масштабе. На уровне наций и целых стран. And we see, every nation is developing its military power. Мы видим то, что каждая страна, она развивает свое военное могущество. Supposedly, for defensive purposes. И как они предполагают это ради того, чтобы защищаться. But why they need such military power for defense purposes? It means some other nation may attack. И почему им нужны такие большие воинские силы? Это означает то, что какая-то другая нация может на них напасть. And of course, some nations use their power to expand their empire. И, конечно, некоторые страны, они используют все свое военное могущество, чтобы расширять свою империю. And they think, Jai, this is very wonderful. Они считают, Джай, вот это так здорово. But on the other side, if they are victorious, means some others have been pushed down and they are suffering. Но а если означает, что они победили, это значит также, что и другие, они страдают, их положение принижено. But they don't care about that. Но этих людей, завоевателей, это не беспокоит. We see practically every country, they are, either if they're in a power or if they remember previously, we were in power, they have a statue of such and such great king. During his time, our empire was much bigger. И они либо сейчас гордятся своим могуществом, либо они вспоминают прошлое, о том, что у нас есть статуя такого великого царя, и при нем наша империя была гораздо больше, чем сейчас. During such and such century, the Lithuanian Empire expanded to the Black Sea or whatever. Что в таком-то столетии Литовская империя, она распространялась вплоть до Черного моря и так далее. Swallowed up Belarus. Она просто проглотила Беларусь. Whatever, something like that. Что-то подобное такое. I don't know if Belarus ever had a big empire. Я не знаю, а была ли вообще Беларусь когда бы то ни было великой империей? Was there? No. Было такое или нет? Huh? Actually, the Lithuanian Empire was a Belarusian empire, was it? То есть, на самом деле, да, получается, Литовская империя, это и была Белорусская империя, да? Or is it that Belarus were always very humble? Или то, что белорусы, они были все такие смиренные. They didn't have any desire to push others down. У них никогда не было никаких желаний кого-то другого потеснить. Да, что литовцы, они ошиблись. На самом деле, это была не Литовская, а Белорусская империя. So that means you also were pushing others down, right? А значит, то, что вы тоже других как бы ущемляли, да? Anyway, then this nature. Поставили на паузу свои имперские амбиции. What's that? Put them on hold. Pause. On a pause. Yeah. Later. Later we'll see. Да, поживем, увидим, как говорится.
Anyhow, that is the unfortunate nature of material life, that there's competition for material resources, and therefore somebody, may capture and others lose, and they suffer. К несчастью, такова природа материального мира, и то, что всегда идет соревнование за ресурсы, кто-то их захватывает, и, соответственно, кто-то их утрачивает. And we see here also that Indra had that mentality. И мы видим, что здесь тоже у Индры такое же самое настроение. To be number one and to stop others from overtaking him. Стать самым первым и помешать другим, чтобы они превзошли его. And finally, this misunderstanding or this competition between Indra and Prithu Maharaj had to be solved by a superior authority, Lord Brahma. И в конце концов, вот это соревнование между Господом Индрой и Притху Махараджа, оно должно было разрешиться, и должен был вмешаться высший авторитет, то есть это был Господь Брахма. So, how did Lord Brahma solve it? И как это разрешил Господь Брахма? He solved it by preaching to Prithu Maharaj. Он разрешил это, проповедуя Притху Махараджу. That this is actually not important, trying to become number one in horse sacrifices. Что это не настолько важно, чтобы ты стал самым первым в количестве ашвамедха-яги, совершенных тобою. You are more advanced than that. Ты выше, чем все это. You are a highly realized soul, a highly realized devotee. Ты в высшей степени самосознавшая душа и преданный. So why should you be bothered to be number one in horse sacrifices? И зачем тебе вообще беспокоиться о том, чтобы стать первым, кто совершил больше всего жертвоприношение коня? You don't need to get your happiness and satisfaction through material means. Тебе не нужно обретать свое счастье и удовлетворение какими-то ни было материальными методами. You don't need to be so attached. Тебе не надо быть настолько привязанным. You take your satisfaction from Krishna consciousness. Черпай свое удовлетворение из сознания Кришны. That is a spiritual means to be satisfied. Это духовный метод того, как обрести удовлетворение. And as we learn from the scripture, the spiritual world is unlimited. И как мы читали из Священного Писания, духовный мир безграничен. And there's room for everybody there. И там есть место каждому. Everyone can have satisfying relationship with Krishna. Каждый может найти отношения с Кришной, которые принесут ему удовлетворение. And liberated souls there, devotees there, they have pleasing relationships with one another. И освобожденные души, преданные, которые живут там, у них отношения друг с другом, которые тоже приносят им счастье. Because they're not trying to lord it over the material nature. Поскольку они не пытаются господствовать над материальной энергией. They're not competing with one another to be materially powerful. Они не соперничают друг с другом, чтобы стать более материально могущественным. Rather, they're in very humble mood of service to Krishna. Наоборот, они находятся в очень смиренном настроении служения Кришне. And how to cooperate together to please Krishna. И они думают о том, как сотрудничать вместе, чтобы доставить удовольствие Кришне. Krishna's satisfaction is their happiness. Их счастье — это удовлетворение Кришны. They're not even worried about their own position. Они не беспокоятся даже о своем собственном положении. Just like once when Krishna had a headache, he requested Narada Muni to bring dust from the feet of his devotees. Как однажды, когда у Кришны болела голова, он попросил Нарада Муни, чтобы тот принес ему пыль со стоп его преданных. And Narada asked many different devotees, but they refused. И Нарада спросил многих преданных, но все они отказались. Saying that if the dust from our feet touches Krishna's head, we'll go to hell. Говоря о том, что если пыль с наших стоп коснется головы Кришны, то мы пойдем в ад. But the gopis said, never mind if we have to go to hell. You may take the dust from our feet if it will cure Krishna's headache. Но гопи ответили, что неважно, пойдем ли мы в ад или нет из-за этого, но если это поможет Кришне избавиться от головной боли, ты можешь взять пыль с наших стоп и дать это ему. So they were on very high level
of Krishna consciousness. Итак, они были на очень высоком уровне сознания Кришны, Only thinking of Krishna's welfare думая только о благе Кришны and ready to make any sacrifice for his satisfaction. и будучи готовым совершить любое жертвоприношение, пойти на любую жертву для его удовлетворения. So this is the mood of Krishna consciousness. Таково настроение сознания Кришны. And we should try to cultivate this mood. И мы должны стараться культивировать такое настроение. Although not so easy to reach such high level. Хотя не так-то просто достичь до такого высокого уровня. But at least we should know that's a goal. Но, по крайней мере, мы должны знать, что вот такова наша цель. To become unalloyed servants of Krishna. Стать беспримесным слугой Кришны. Even if we do have some material attachments, material desires. И даже если у нас есть какие-то материальные привязанности, материальные желания, as far as possible, we should try to dovetail those in the service of Krishna. Насколько это возможно, мы должны стараться занимать их в служении Кришне, использовать их в служении Кришне. And try to at least spend part of our time focusing on hearing chanting and hearing the holy name of the Lord as attentively as possible. И стараться хотя бы какую-то часть времени использовать, чтобы мы могли слушать и повторять, говорить о Кришне, слушать о нем, насколько это возможно, внимательно. And to hear the message of the Lord as attentively as possible. И также очень внимательно слушать послание Господа, насколько это возможно в наших силах. So at least part of our time we are, connecting very purely and attentively with Krishna. Так, чтобы хотя бы часть нашего времени мы очень чисто и очень внимательно старались связывать себя с Кришной. And hopefully gradually we can reduce material desires until they become practically nil. И мы надеемся, что постепенно мы сможем уменьшить свои материальные желания до такого уровня, когда они практически исчезнут. So here in the purport, Prabhupada is very critical of bogus swamis and sannyasis and preachers. И здесь Шри-Прабхупада в комментарии, он очень критически отзывается о ложных свами, саньяси и проповедниках. Just like he says, there are many pashandis, or atheists that is, who coin terms like Daridra Narayan and Swami Narayan. Он говорит, что есть много пашанди, атеистов, которые называют себя Свами Нараяна или Даридра Нараяна. Swami Narayan is a sect, Вы знаете, есть такая целая секта, она так называется, Свами Нараяна. Swami Narayan was a type of sadhu from Gujarat. Свами Нараяна был своего рода садху из Гуджарата. There's a very big temple in Delhi constructed by this group. И в Дели есть очень большой храм, который построила эта группа. Did you go there? Yeah, it's quite impressive in some ways. Были там, вот очень впечатляет в каких-то своих аспектах. There's not much philosophy there. Там у них не так много философии. But we see now, Prabhupada, he's critical. Но мы видим, что здесь Прабхупада, он критично об этом отзывается. And Daridra Narayan means poor Narayan. Даридра Нараяна значит бедный Нараяна. This was coined by the Swami Vivekananda. Вот этот термин, он был введен Свами Вивеканандой. That the poor people, they are non-different from Narayan. То, что бедные люди не отличны от Нараяны. Gandhi also coined a term like that, Harijan. И Ганди, он тоже ввел подобный термин, он называл их Хариджаны. The poor and the untouchables, they are people of Hari. То, что неприкасаемые, это люди Хари. Which actually means devotee. На самом деле, должно было подразумеваться преданные. But Prabhupada, he said you can't just, label people as devotees or people of Hari just because they're poor.
Прабхупада говорит, что нельзя вот так вот называть людей преданными, только потому, что они бедные, называть их людьми Хари. There may be rich person also who are Harijans. Могут быть и богатые люди, которые тоже являются хариджанами. So he was very he called this kind of mixed up type of philosophy, confusing philosophy. Прабхупада он называл это такой сбивающий с толку философией, такой философией, где все намешано, смешано все, истинное с ложью. Actually, he quoted. I was listening to a conversation of Prabhupada just a day or two ago. И на самом деле, один или два дня назад я слушал беседу Шри Прабхупады. And he quoted his own guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Где Прабхупада, он цитировал своего собственного гуру Бхактисиддханту Сарасвати He said Прабхупаду. that Guru Maharaj, he said that two biggest impediments to the Krishna conscious movement at his time were Gandhi and Vivekananda. И где Бхактисиддханта Сарасвати говорит о том, что в его времена было два самых больших препятствия к распространению движения сознания Кришны. Это Ганди и Вивекананда. Because they had, they were so much revered in India. Потому что к ним относились в Индии с таким большим почтением и уважением. But they were, misrepresenting the philosophy of Bhagavad Gita. Но они неправильно представляли, они искажали философию Бхагавад-гиты. Vivekananda, he said it's more important to play football than read the Bhagavad Gita. Вивекананда говорил, к примеру, что важнее играть в футбол, чем читать Бхагавад-гиту. It's more important to plant eggplants than tulsi. Что важнее садить баклажаны, чем тулси. And things like that. Вот такие подобные вещи говорил. And Gandhi, he preached from the Gita, but he used it for political purposes. И хотя Ганди, хотя он и проповедовал на основе Бхагавад-гиты, но он использовал ее в каких-то политических целях. He would quote that from the second chapter of Gita, that you're entitled to do your duty, but not to the fruits. Он цитировал этот стих из Бхагавад-гиты, что ты должен исполнять свои обязанности, но не привязываться к плодам своей деятельности. Of course, that's a good verse for a politician. Это, конечно, очень хороший стих для политиков, Get people to work very hard. Чтобы побудить людей тяжело трудиться. And not be attached to the fruits, give it all to the government. И не привязываться к плодам, все отдавать правительству. But he didn't, he didn't understand the process of bhakti. Но он не понял процесс бхакти. In fact, Prabhupada said that, Gandhi said that, I can imagine, that there was no historical personality as Krishna. И Ганди, он говорил, что да, я могу представить себе, я могу понять, что не было такой исторической личности, как Кришна. And I can imagine Krishna any way I like. И поэтому я могу представить себе Кришну, где бы я не захотел его увидеть. So this is just concoction. Это просто вот какой-то такой собственной выдумки. It's actually said that Gandhi was a saint among politicians. Как он говорил, что Ганди это святой среди политиков. But among saints, he was a politician. Но среди мудрецов он был политиком. And as we know, Prabhupada actually wrote to him after India got independence. He said, now your goal is achieved. You should preach Bhagavad Gita. But he never replied. На самом деле, Прабхупада написал Ганди, вот когда Индия получила независимость, он написал ему, что теперь ваша цель достигнута, и вы теперь можете проповедовать Бхагавад-гиту. Но тот так и не ответил ему. And Prabhupada also said, he strived so hard to serve his country, but his countrymen killed him in the end. Прабхупада также говорил, что он так тяжело трудился, служа своей стране, но один из его граждан, в конце концов, так и убил его. So he didn't just say one of his countrymen, he said his countrymen, Prabhupada was say like his countrymen killed him in the end.
Ну, он даже не говорит, что один из его там граждан, вот, его граждане убили его, в конце концов. Да, его страна фактически убила его. Он служил стране, и страна его уже убила. And in the Bhagavad Gita also, there are those verses, Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashrita, bhajanti ananya manaso gyatvat bhutadim avyayam. Those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine energy. They're fully engaged in devotional service because they know me as a supreme personality, original and inexhaustible. Как вот в этом стихе из Бхагавад-гиты, где говорится, что те, кто постиг меня полностью, они служат мне, потому что Махатмы, великие души, они постоянно погружены при этом служении мне, понимая то, что я, изначальный Господь, неисчерпаемый и вечный. And then the next verse, Satatam kirtayanto mam yatantascha Vrata namasyantascha mambhakya nitya yukta upasate, always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me in devotion. И в следующем стихе то, что постоянно прославляя меня, склоняясь передо мной, великие души с решимостью посвящают себя преданному служению мне. So then in a purport to that second of those verses, but he's referring back to the previous verse as well. Prabhupada said, one cannot make somebody a Mahatma by hanging a label on an ordinary person. И во втором комментарии ко второму стиху, ссылаясь, проводя связь с первым предыдущим стихом Махатманас тумам партха, Шрила Прабхупада говорит о том, что человек не может вот кого-то просто вот называть Махатмой, так вот, и вот этот ярлык Махатмы приписывать обычно обыкновенному человеку. What does he say? Veset yarlik. Yeah, that's what the Russian translation in the. So that's referring to Gandhi. Да, это относится к Ганди. And as far as Swami Vivekananda, of course, he was a disciple of Ramakrishna. И, конечно, с вами Вивекананда, сам он был учеником Рамакришны. Ramakrishna, he claimed that he touched Vivekananda, and like electric energy, all his energy went out from him into Vivekananda, and he lost all his energy. И Рамакришна, он говорит интересную вещь, то, что когда он давал посвящение, как бы уполномачивал Вивекананду, то он коснулся головы Вивекананды, и через его руку все его знание, которое было, все его могущество перешло к Вивекананде, а сам он это утратил и упал полностью без сил. So Prabhupada considered this nonsense, you know. И Прабхупада говорил, что вот это просто глупости. If someone is a bona fide guru, if he's preaching in a bona fide way, he'll be able to make people, change people, make them into disciples, and his potency will increase. Прабхупада говорит, что если кто-то настоящий гуру, то он будет проповедовать, он будет давать людям духовные знания, и тем самым он будет помогать другим, но при этом его собственное знание и могущество будет только увеличиваться. Just as he himself showed. Как он сам показал это на своем примере, Прабхупада, в смысле. More he made disciples, more his enthusiasm increased for preaching Krishna consciousness. И чем больше у Прабхупады становилось учеников, тем больше его энтузиазм проповеди сознания Кришны увеличивался. And he called once Ramakrishna a crazy monk. И однажды поэтому он обозвал Рамакришну сумасшедшим монахом. He said he's a crazy monk and he has ruined Bengal. Это сумасшедший монах, который просто разрушил Бенгалию. And he criticized Ramakrishna's famous saying, Yatomat Tatopat. И он критиковал это знаменитое изречение Рамакришны, Ятамат Татапат. As many different paths there are, different processes, so many different ways there are to the Supreme. И подобно тому, который переводится, что подобно тому, как есть столько много разных процессов, разных практик каких-то, подобно этому есть столько много разных путей, которые все ведут к Верховному. Doesn't matter, you can worship anybody and get to the same destination. Неважно, вы можете кому угодно поклоняться и придете к той же самой цели. This is impersonal philosophy. Вот это философия имперсонализма. That the Supreme is impersonal and the different
deities, they're all just manifestations of the Supreme. То, что Верховный в конечном счете имперсонален, а все разные божества это какие-то временные проявления этого So you имперсонального. worship any deity, you can get to the same destination. И вы можете любому божеству поклоняться и придете к той же самой цели. So he said Ramakrishna, he was a devotee of Kali. И он говорит, что Рамакришна был преданным Кали. But sometimes he tried to follow the Vaishnav path. Но иногда он пытался следовать путю вайшнавов. And then again, sometimes tried to follow the path of Christianity. И в какой-то другой момент он уже следовал пути христианства. And then again, he tried to follow the path of Islam. И потом переключался на ислам. And at that time, he was living in the Dakineshwar temple. И в это время он жил в храме Дакинешвара. In Calcutta, it's a Kali temple, famous Kali temple. В Калькутте это знаменитый храм Кали. So of course, they offer meat there, goats and such types of animals. И они там, вот Кали, предлагают мясо козлов и других каких-то But животных. he asked the owner of the temple, I am now following the Muslim path, please bring me cow flesh. И он спросил настоятеля этого храма: вот я теперь сейчас последователь мусульманской религии, поэтому, пожалуйста, принеси мне мясо коров. And that time the owner says too much. He said, you go out from this temple. И в этот момент настоятель сказал, что ну это уже слишком, просто убирайся с этого храма. So like that, Prabhupada considered him to be a real rascal. И поэтому Шилпрапада считал его настоящим негодяем-обманщиком. This idea you can worship any god and get to the same destination is not supported in the Bhagavad Gita. То, что эта идея, что ты можешь поклоняться любому богу, какому-то или полубогу, и дойдешь до той же самой цели, эта идея не подтверждается в Бхагавад-гите. Yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrataha bhutani yanti bhutejo yanti mam yajino pimam. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods. Those who worship the forefathers, they go to the planet of the forefathers. Those who worship the ghosts and spirits go to the ghosts and spirits. But Krishna says, those who worship me go to my supreme abode. Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, попадут на планеты полубогов, те, кто поклоняется предкам, попадут на планету предков, те, кто поклоняется привидениями духов, они попадут на их планеты, но те, кто поклоняются мне, они попадут в мою вечную обитель. And Prabhupada criticized there were so many before he came to the West and translated the Bhagavad Gita as it is. There were so many different translations. И Прабхупада, он постоянно критиковал, он говорил о том, что вот перед тем, как он приехал на Запад, было столько много переводчиков Бхагавад-гиты, столько много переводов Бхагавад-гиты. And none of them made any devotees of Krishna. И никто из них не сделал никого преданными Кришне. So many swamis came, but none of them made any devotees of Krishna. Приезжало столько много свами, но никто из них не сделал ни одного преданного Кришне. None of them presented Bhagavad Gita as it is. Никто из них не представлял Бхагавад-гиту, как она есть. Where Krishna says, worship me, become my devotee. Где Кришна говорит: поклоняйся мне, стань моим преданным. Prabhupada stressed very much upon that. Прабхупада очень сильно подчеркивал этот момент. He taught people to understand Krishna is a person and we are his personal servants. Он хотел, чтобы люди поняли, что Кришна — это личность, а мы тоже личности, мы его слуги. And we should engage in his personal service. И мы должны заниматься личным служением ему. So thus he said, after I translated Bhagavad Gita as it is, so many people became devotees of Krishna. И он говорит, что после того, как я перевел Бхагавад-гиту, как она есть, после этого появилось столько много преданных Кришне. And he has given a preaching formula which devotees are following to this day. И он дал нам формулу проповеди, которой преданные следуют до сих пор. And by presenting the philosophy in the same way, more and more people are becoming devotees of Krishna. Так что если мы будем представлять философию таким же образом, то все больше и больше людей будут становиться преданными Кришне. And are becoming, not only Buddha, but are becoming. Не только будут, но уже становятся преданными Кришне. So this is because of presenting the message of Krishna as it is and not concocting, and changing it in different ways. И это потому, что послание сознания Кришны представляется, как оно есть, и не придумывается ничего другого.
So this is Prabhupada's very important contribution. Это очень важный вклад Шрилы Прабхупады. Most of these swamis and people who comment on Gita, they're impersonalists. Большинство всех с вами и других каких-то людей, которые комментируют на Бхагавад-гиту, они являются имперсоналистами. And just like the Dr. Radhakrishnan, he was the president of India. Как доктор Радха Кришнан, он был президентом Индии. He wrote the commentary on the Bhagavad Gita. И он написал свой комментарий на Бхагавад-гиту. Where Krishna is saying, always think of me, become my devotee, or give up all activities, surrender to me. Где Кришна говорит, думай постоянно обо мне, стань моим преданным и отдавай все как жертвоприношение мне. And he said, it is not unto the person Krishna that we should surrender. И Радха Кришна сказал, что надо предаться не личности Кришне, but unto the impersonal within Krishna. А нужно все отдать неперсональному, который пребывает внутри Кришны. So Prabhupada said, where does Krishna say that? И Прабхупада говорит, где Кришна это говорил? No, he says, surrender to me, become my devotee. Кришна говорит, предайся мне, стань моим преданным. So this is Prabhupada's potency, his great victory, that he was so faithful to the words of Krishna as they are. В этом была победа Кришны, в этом был его успех, в том, что он очень верно следовал словам Кришны, вот как они есть. These other personalities simply using Bhagavad Gita to preach their own concocted philosophies. Другие же люди, они использовали просто Бхагавад-гиту для того, чтобы проповедовать свои собственные выдуманные ими философии. Because they know Bhagavad Gita is the most widely accepted scripture in India. Они понимали то, что Бхагавад-гита в Индии это наиболее широко принимаемое священное писание. So if somebody has a philosophy, it won't be accepted if he cannot back it up from Bhagavad Gita. И они понимали, что если у них есть какая-то философия, то эту философию не примут, пока она не будет подтверждена авторитетом Бхагавад-гиты. But by misusing the Bhagavad Gita, they lose their potency. Но неправильно используя Бхагавад-гиту, они сами же утратили всю свою потенцию. So that's why all these other translations of Bhagavad Gita couldn't create any devotees of Krishna. Именно поэтому никакой другой перевод Бхагавад-гиты не смог создать ни одного преданного Кришны. Okay, any comment or question here today? Есть какие-то комментарии или вопросы? Есть такая история, когда кто-то из духовных братьев Шрилы Прабхупады, он, поехав в Америку, он сделал одного преданного, он приехал и доложил своему духовному учителю, что все-таки одного преданного он Не в Америку, в Англию. А? В Англию. В Англию. И это была какая-то женщина, да? И когда в этот храм пришел Шрила Прабхупада или кто-то, она открыла дверь и сказала, храм закрыт, никого нет. Служба не проводится, и закрыла дверь на ключ. Это в Англии в этот храм, да? Там был храм, да? В Англии, да. Одного преданного кто-то сделал, и та вот, которая... И вот она так обошлась со Шрилой Прабхупадой. Прабхупадой. Да, то есть была история, что один из духовных братов Шрилы Прабхупады отправился, Шрила Прабхупады, ученик Бхактисиданта Сарасвати отправился в Англию или где-то в Германию, и там, в Англию, по-моему, да, там сделал одного преданного, это была женщина, и потом, через какое-то время, когда туда приехала Шрила Прабхупада, и там был храм даже такой. I don't think Prabhupada went there. I think somebody else. Не Прабхупада, может быть, кто-то другой из его учеников приехал туда, к ней, в этот храм, он постучался в храм, и она открыла дверь и говорит, храм закрыт, убирайся отсюда. Служба не проводится. Да, служба не проводится, храм закрыт. Все. I remember also one story about one saint is called Sri Aurobindo. He wrote also his commentary to Bhagavad Gita, and he said that actually Krishna he made few mistakes in Bhagavad Gita, so he corrected Krishna's mistakes, he changed Bhagavad Gita, changed words of Bhagavad Gita. Был такой один вот философ вот совсем недавно, его звали Шри Аурабинда, и он тоже написал свой комментарий на Бхагавад-гиту, и он сказал, что на самом деле в Бхагавад-гите Кришна пару раз ошибся.
И поэтому он там вот исправил его, написал, как на самом деле должно быть. Просто вы столько говорили, не запомнил. Может, сами переведете? Может, просто в 2 словах, вот как-то основу скажите. You said that Purnarayana and about Purnarayana, it's some people, if he is poor, that maybe he's spiritual. So I try to ascertain myself and see that maybe if I'm poorer, then I'm more spiritual. And I see that in our society is pretty poor. There are no Hindu people. There are no temples, so we rent a place. No temples at all in Krishna consciousness. Or maybe there are temples and they are small and poor, hardly maintained at all. So, and if I see Christian temples or other temples, they are big, they are luxury, and if I go to places where people live, their rooms, their houses are luxury. So, is it that maybe I'm mistaking being poor and being spiritual? Is this some kind of sync in Krishna consciousness? Do you see something like this where you travel, that Krishna conscious people, they mistaken being poor and being spiritual, and this is why our society is so poor. It's not on the level of Christianity. I don't think the ISKCON is so poor. Но я не думаю, что ИСККОН настолько беден. I mean, there are many nice centers of ISKCON all over the world. Есть много замечательных центров ИСККОН по всему миру. Even where there are not a lot of Hindus. И даже в тех местах, где нету много Prabhupada хинду. himself, he said, I came to the West with 40 rupees. Прабхупада сам говорит, что я приехал на Запад с 40 рупиями. But now I have properties worth 40 crores of rupees. Но сейчас у меня собственности, которые можно оценить в 40 кроров рупий. Крор это 100 тысяч. Нет. 10 миллионов. Миллион? 1 крор это 10, это 100 лакхов. Это лак. Окей. 100 лак. Лак 100 тысяч, да. Да, то есть получается 1 крор это 1000, 1 лак это 100 тысяч, а 1 крор это получается 10 миллионов, то есть 400 миллионов получается, да? Рупий. Да. It's a young movement. I think it's just a young movement, that's all. Я думаю, что вот проблема в том, что это просто еще только молодое движение. You know, here Christianity's been around for how long? This 1000. Huh? 1000. More than 1,000. Yeah. So I mean, it takes time to build up to that level. И здесь вот христианство уже около 1000 лет, и поэтому, чтобы вот так вот до такого уровня дорасти, необходимо время. And of course, yeah, Indian people are naturally going to be attracted to Krishna consciousness. И, конечно, индийцы, индусы, они, естественно, будут привлекаться сознанием Кришны. And ISKCON is
pretty wealthy in countries where there's a lot of Indians, for sure. И, конечно же, да, Искон довольно богат в тех местах, где много индусов. I mean, there's a lot. ISKCON has a lot of big temples in India, beautiful temples. И Искон в Индии, у него очень много больших и прекрасных храмов. And, other countries where there are a lot of Hindus. И также в других странах, где много индусов. So there then, because Lord Chaitanya actually said one who's taken a birth in India should practice Krishna consciousness and preach it. Как сам Господь Чайтанья сказал, то, что тот, кто родился в Индии, он должен сам практиковать сознание Кришны и проповедовать его другим. And it was very much part of Prabhupada's vision to convince Indian people to follow the teaching of Bhagavad Gita properly and not to give up their culture. И это была часть видения Шри Прабхупады, чтобы вдохновлять индусов, чтобы они следовали правильным образом процессу сознания Кришны и Бхагавад-гите. And not give up their culture. Да, и не оставлять свою культуру. So he wanted to preserve the ancient culture of India and spread it all over the world. Он хотел сохранить эту древнюю культуру Индии и распространить ее по всему миру. Because it's a very high-class culture, it's a very spiritual culture. Потому что эта культура очень высокого уровня, это духовная культура. So it's very good, it's very natural that ISKCON has inspired so many people of Indian origin to practice Krishna consciousness, both in India and in other countries. Это очень хорошо, то, что Искон смог таки вдохновить многих людей, которые родились в Индии, чтобы они приняли сознание Кришны и в самой Индии, и в других странах. And Prabhupada did that by inspiring Western people to be Krishna conscious and then bringing them to India. And in the beginning, he brought a lot of Western Lakshmi to India, also to start the movement. Прабхупада сделал это так, что он начал с того, что он западных людей убедил в том, что это хорошо следует индийской культуре. Потом он этих западных людей привел в Индию, и он также вложил много западных денег в Индию. And this gave momentum to the movement. И это помогло движению набрать скорость, инерцию. But never mind, even ISKCON doesn't have big opulent, temple here. There are many nice devotees, many sincere devotees. И даже хотя здесь у Искона нет большого такого роскошного храма, здесь вот в этом месте, тем не менее здесь есть много очень хороших, искренних преданных. And gradually, if you continue, more and more people will take to Krishna consciousness. И постепенно, если вы будете продолжать, все больше и больше людей будут принимать сознание Кришны. So after 200-300 years, we may have some very nice big temple here in Belarus. И через 200-300 лет у нас может в Белоруссии быть прекрасный, красивый храм. Maybe in all the cities of Belarus. И может быть во всех, даже таких больших городах. But more important than the buildings is that the devotees themselves are serious in their practice of Krishna consciousness. Но более важно, чем сами здания, это то, что были преданные, которые сами по себе искренни в своей практике сознания Кришны. Рассказывали о начале развития ИСКОНа, говорили о том, что вот если туда придешь, у тебя там сразу шафран, бреют голову, там через какое-то время второй инициация, потом саньяса. Вот. Но вот сейчас у нас принцип этот не изменился, и люди, которые приходят сюда, у них есть один вот путь развития. Это 16 кругов, 4 регулирующих принципа, инициация, ну и дальше, да? Вот. А люди, которые хотят служить Кришне и по существу являются преданными, но не способны, допустим, выполнять какие-то регулирующие принципы, даже все, или не способны читать эти 16 кругов, а читают несколько, они, получаются, не совсем как-то признаны, не совсем уважаемы. Вот. Мы не даем им такого развития, как вот тем, кто принимает инициацию. И сейчас в ИСКОН существует вторая такая точка зрения, да, которая вот, получает популярность, когда говорят, что нужно более широкие рамки, такой не браманический стандарт, который мы устанавливаем, а более широкие рамки. ИСКОН должен стать прибежищем и для тех людей, которые являются преданными, но не могут наши стандарты соблюдать. Да? Вот.
И говорят, в частности, о том, что когда мы вот этот браманический стандарт устанавливаем, да, то мы не побуждаем людей к социализации, к выполнению гражданского долга, да, и люди вот в своей жизни вот там, за воротами храма, они не очень устроены. И вот эта вторая точка зрения говорит о том, что ИСККОН должен социализироваться, войти, значит, вот в структуры государства, выполнять, побуждать своих последователей выполнять свой гражданский долг, вот расширить такие рамки, чтобы стать домом, истинным домом для всех. И вот как вы относитесь? Well, yeah, I mean, both things we have to try. Нужно пытаться делать и то, и другое. Actually, you know, there needs to be obviously a core of persons who are, you know, serious devotees who can maintain the standards that Prabhupada set. И, конечно, должна быть такая core-группа, как это как перевести, как такое, как ядро такое, да, вот главное, как центр, да, искренних, преданных, серьезных преданных, которые будут серьезно практиковать и смогут сохранить те стандарты, которые установил еще Прабхупада. You know, which is like a Brahminical class in society. Как браманический класс общества. But there, you know, there are all kinds of other people in society, and like you said, they can't all come up to the standard. They have to be encouraged, at least, you know, to some degree, to practice spiritual life. И есть, да, как вы сказали, люди, которые не могут подняться до такого браманического стандарта, и их надо как-то вдохновлять, чтобы они в какой-то степени хотя бы следовали духовной жизни. Which is, I mean, so one of the reasons why Prabhupada in later years talked about Varnashram Dharma, you know, because so many other kinds of persons are attracted to Krishna consciousness, not all are Brahminical. И именно поэтому Прабхупада впоследствии, последние годы своей жизни, он говорил много о Варнашрама Дхарме, потому что много людей привлекаются к сознанию Кришны, но не все они браманичны по природе. And there are many programs that have been, we can say, introduced or stressed more after Prabhupada's departure. И есть есть много других программ, которые после ухода Шри Прабхупады, они были введены и они начали подчеркиваться. You know, like this Namahata Bhakti Vriksha programs, you know, and we find other programs like this Psychology 3000 or what this Odaryadam preaching is going on, and it reaches out to all kinds of people. Мы видим то, что появились вот какие-то эти программы, такие как система Намахата или система Бхакти Врикши, или вот эта психология 3000, да, когда ударит Хампрабху и проповедь, когда они проповедуют, и они тем самым достигают самые разные категории людей. So that's all right. Нет, нормально. Let all the programs go on. Пусть все программы продолжаются. Let everyone, you know, be able to practice Krishna consciousness as best they can. Пусть каждый будет иметь право практиковать сознание Кришны настолько, насколько он это способен. Yeah, but yeah, the right understanding of Bhagavad Gita should be there. Но, конечно же, мы должны проповедовать правильное понимание Бхагавад-гиты, не искажать. Okay, last. Последний вопрос. Как быть, когда мы видим какого-то преданного, который может совершать лучшее служение, такое, которое мы не можем совершать, сокровенное служение. Он может распространять книги, мы не можем, он может как-то по-другому служить, мы не можем этого, и мы чувствуем зависть по отношению к нему. Как нам быть? He can do some personal service to Krishna or whatever, and we cannot do it, and we feel some envy towards this devotee. What can we do with this envy? We should try to appreciate the good qualities in others. Нужно стараться ценить хорошие качества в других. And take inspiration from that. И вдохновляться от этого. Not be envious of others, but, you know, try to
be inspired by their good qualities and their service. Не завидовать другим, а вдохновляться их хорошими качествами и их служением. That is material consciousness, Prabhupada said. When you see others are doing well and you become envious of them. И это материальное сознание, как говорил Прабхупада, что если вы видите, что кто-то другой, у него что-то получается, и вы начинаете из-за этого ему завидовать. But spiritual life means you see the success of other devotees and you get encouraged by that and you try to do whatever you can do as nicely as you can as an offering to Krishna. Но духовное сознание — это когда вы видите то, что какой-то преданный успешен, и вы от этого вдохновляетесь, и вы хотите тоже свое собственное служение совершать настолько это возможно, настолько хорошо, насколько это возможно, так, чтобы доставить удовольствие Кришне. That's why Prabhupada said, whether you are the pujari dressing the deity, or whether you're simply, cleaning the floor of the temple, is all important. It's all Krishna service. We should cooperate together. There are so many types of service that are required. И поэтому Прабхупада говорит, что вот будь вы пуджари, которые служат лично божествам, либо вы просто моете пол, и то, и другое важно. Есть много служений в сознании Кришны, которые важны, и нам нужно совместно служить и сотрудничать ради удовлетворения Господа. If you're sincere in your service, Guru and Krishna will appreciate and accept it. Если вы искренни, то Гуру и Кришна, они оценят это и примут это. Just like when they were building the bridge to Lanka, Hanuman was throwing the big boulders into the sea to make them, and Lord Ram made them float. И когда вот они, обезьяны, строили мост на Ланку, то Хануман, он бросал огромные глыбы вообще вот туда, чтобы этот мост построить, и потом этот плавучий мост, он так устроился. And one spider was pushing some grains of sand. И там появился маленький паучок, который маленькие такие песчинки туда бросал. And Hanuman said, "Move aside, I'm doing important service И here." Хануман сказал ему: ну-ка подвинься, я тут важное служение совершаю. And Lord Ram chastised him. He said, this spider, according to his capacity, is serving me. His service is just as important to me as your service. И Господь Рама отчитал его, он говорит, что ты что делаешь? Этот паучок, он служит мне в соответствии со своими способностями, и его служение настолько же важно, как и твое служение. So, Guru and Krishna appreciate everyone's service. Поэтому Гуру Кришна, они ценят служение каждого. If we are sincere in our service, that will be recognized by them. И если мы искренни в своем служении, то они это признают. So be satisfied in Krishna consciousness. Итак, будьте удовлетворены в сознании Кришны. No need to be jealous or envious of others. Нет необходимости ревновать кому-то и завидовать ему. Okay, Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.